Джеймс Миллер сидел в зале суда в Чикаго и чувствовал, как сердце гулко отдаётся в ушах. В свои 58 он и представить не мог, что однажды окажется на скамье ответчиков. Почти всю жизнь Джеймс проработал личным водителем у крупного предпринимателя Роберта Хьюза. 30 лет он возил его на встречи, в аэропорты, на переговоры. Они не были друзьями, но Джеймс верил, что между ними есть уважение. Все рухнуло после аварии. Зимой на обледеневшей трассе за городом машину занесло, и она ударилась о защитное ограждение. Никто серьезно не пострадал, но Роберт пришел в ярость. Он обвинил водителя в безрассудстве, уволил без компенсации и вскоре подал иск за моральный ущерб, испорченный костюм и стресс. Сумма требований – 2 миллиона рублей в пересчете. Для Джеймса это означало потерю квартиры и полное разорение. Он нанял молодого адвоката по имени Майкл Браун, который уверял, что правда на их стороне. Но в день заседания Майкл не появился. Телефон был выключен, а секретарь суда предупредила – дело рассмотрят без защиты. Джеймс растерянно смотрел на команду дорогих юристов Роберта Хьюза и думал о жене Эмили, которая утром со слезами просила его не сдаваться. Когда суд уже должен был начаться, рядом с ним тихо села девочка лет 12. Аккуратная форма, заплетенные косы, старый портфель в руках. «Я здесь, чтобы помочь вам», — спокойно сказала она. «Меня зовут Лили Андерсон». Лили объяснила, что ее отец был адвокатом и многому ее научил. Он умер, а мама теперь работает уборщицей в этом здании. Накануне она случайно услышала разговор Майкла Брауна. Ему заплатили за то, чтобы он не пришел в суд. В портфеле Лили лежали копии документов. Отчет дорожной службы о гололеде, показания свидетелей, медицинская справка и записи с камер, подтверждающие, что скорость автомобиля была допустимой. Судья, узнав фамилию отца девочки, вспомнила его как честного и принципиального юриста. После короткой паузы она разрешила Лили выступать в качестве помощника ответчика. Дальше произошло невероятное. Девочка уверенно и четко представила все доказательства. Аргументы противоположной стороны рассыпались один за другим. В зале стояла тишина. Решение было однозначным. Иск Роберта Хьюза отклонен, Джеймс Миллер полностью оправдан, а действия адвоката переданы на проверку в прокуратуру. Джеймс не сдержал слез. Он понимал, его спасло простое добро, совершенное когда-то без расчета. Много лет назад он помог незнакомой женщине, и именно ее дочь вернула ему надежду. С тех пор судьбы двух семей навсегда оказались связаны. Потому что настоящая справедливость начинается с человеческой благодарности.